Абсолютный чемпион в тяжелом весе, на вооружении которого огромная пасть с острыми зубами. Аппетит этой амфибии настолько велик, что жертвами могут стать все, кто полезет в глотку, поэтому становиться на пути столь свирепого создания далеко не лучшая затея. Привет, друзья! Вы на канале Время с пользой, и герой сегодняшнего выпуска – роющая лягушка. Роющая лягушка может по праву называться мастером по выживанию в самых засушливых условиях. Обитая в саваннах Африки, с приближением засухи она зарывается глубоко в почву, где жизненные процессы и частота дыхания замедляются в десятки раз, что позволяет экономить запасы энергии. В таком состоянии лягушка может находиться до 10 месяцев, вплоть до начала очередного сезона дождей. Как только земля напитывается спасительной влагой, подземный монстр начинает выбираться из укрытия. Учитывая размеры земноводного, в его силе сомневаться не приходится. При длине тела до 25 сантиметров самцы могут весить почти 1,5 килограмма, и это одни из крупнейших лягушек в мире, а еще одни из самых прожорливых. Неудивительно, что после столь длительного голодания первым делом земноводное отправляется на поиски провизии, и горе тому, кто попадется у него на пути. Большие глаза наделяют лягушку острым зрением и невероятно широким углом обзора, но видит она лишь движущиеся объекты, чего более чем достаточно, чтобы найти подходящую мишень. Прицельная атака, и вот беспомощное существо буквально приклеивается к огромному языку, выстреливающему с невероятной скоростью, поэтому добыча зачастую даже не успевает среагировать. Успех охоты во многом зависит от особого состава слюны. При контакте с воздухом она моментально густеет, превращаясь в эффективный клей. Поэтому стоит лишь добыче угодить в смертельную ловушку, как выбраться из нее уже нет ни единого шанса. При смыкании гигантских челюстей слюна вновь становится жидкой, и добыча без лишних сомнений заглатывается целиком. Глаза также играют роль в проглатывании, ведь от гигантского рта их отделяет лишь тонкая пленка, поэтому, уходя внутрь, глазные яблоки способствуют проталкиванию пищи. Разумеется, безответными беспозвоночными дело не ограничивается. Змеи часто делят с лягушками место обитания, а порой и рассматривают их в качестве добычи. Но гиганта размером с футбольный мяч вряд ли кто-то способен проглотить, а вот рептилии могут попасть к нему в качестве закуски. Укусы, уступающие в размерах змеи, вряд ли отпугнут неприятеля, но это последний способ остаться в живых. Отчаянная попытка приносит успех, однако охотник не собирается отступать. Челюсти лягушки сжимаются с такой силой, что кости змеи ломаются словно спички, и в считанные секунды она оказывается глубоко в глотке прожорливой соперницы. Мелкие лягушки имеют все шансы оказаться в пасти змеи, однако застать их врасплох не всегда просто. Мощные задние ноги, словно натянутая пружина, всегда готовы унести своего владельца далеко вперед и оставить преследователя позади. Змея не может похвастаться подобной прытью, но, улавливая запах добычи, она способна преследовать цель как на суше, так и в водной стихии. Обладая солидным запасом терпения, змея ждет подходящего момента, не догадываясь о присутствии конкурента, который словно ураган моментально сносит уступающую в размерах лягушку, нарушая все планы рептилии. Нападать на себе подобных – типичное занятие гигантской охотницы, ведь ее мощные ноги без труда поднимают в воздух даже такое тяжелое тело. Помимо клейкого языка, в арсенале амфибии есть крупные зубы, предназначенные для удержания и усмирения ловкой добычи. Поэтому находиться поблизости с зубастым монстром – не лучшая идея. Кроме того, челюсти лягушки усеяны множеством мелких зубов, поэтому шансов покинуть ее пасть нет даже у полной сил амфибии.
Несмотря на вес, роющая лягушка способна быстро перемещаться между соседними водоемами, где исполняются самые звучные серенады. Но поскольку эти создания слишком агрессивны, песни соседей неподалеку в считанные минуты выводят их из себя, и мирное занятие зачастую оборачивается ожесточенными сражениями. Самые сильные традиционно собираются на площади всего в 1-2 квадратных метра, превращая участок пруда в своеобразную арену. Используя всю свою силу и мощь, самцы пытаются прогнать друг друга с примеченного места, обрушиваясь на конкурентов всем своим весом. В драке используются любые средства, а голова выступает в роли тарана. Но самым опасным оружием по-прежнему становятся челюсти. Их сила смыкания настолько велика, что драка может стать фатальной для менее удачливого борца. Хотя в большинстве случаев поединки ограничиваются яростным натиском и, возможно, метанием оппонента через себя. В итоге уступающий в силе и ловкости вынужден искать для серенады более спокойное место. В жарких саваннах полно хищников, поэтому, как образцовый и более солидный в размерах родитель, именно самец отвечает за безопасность потомства, численность которого может достигать 4000. Полакомиться беззащитными головастиками слишком много желающих, однако иногда одного серьезного вида лягушки хватает, чтобы голодный охотник быстро изменил свои планы. Но опасаться здесь стоит не только хищников. Палящее солнце стремительно осушает небольшие водоемы, ставя потомство в уязвимое положение. Но отец быстро берет ситуацию в свои мощные лапы. Орудуя задними конечностями, он раскапывает траншею, по которой головастики перемещаются в безопасное место. В ход идет даже массивная голова, которая справляется с задачей не менее эффективно. Конечно, до внушительных размеров суждено дожить лишь единицам, отчасти потому, что взрослые особи также не прочь перекусить себе подобными. Помимо насекомых, рептилий и других лягушек, в огромный рот могут угодить мыши, рыба и даже пернатые соседи, которые ошиблись с выбором места для утоления жажды. Наконец, когда сезон дождей сменяется очередной засухой, выполнившие миссию земноводные вновь возвращаются в самодельное жилище, где проведут в анабиозе большую часть года. Приспособленные к суровым условиям, эти создания являются настоящими долгожителями. В неволе они могут прожить до 35 лет. За счет размеров, свирепого нрава и умению справляться с трудностями, эти амфибии процветают, и прогнозы на их будущее весьма оптимистичны. Если выпуск вам понравился, поддержите его лайком, комментируйте, подписывайтесь и проводите время с пользой. До скорого!